Всем привет! Сегодня обзор на Макфарли Fallout. Привет, здоровяк! Я все жду новые видосы в канале Апича. Почему нет обзора на фигурки? Когда будет обзор на его Джинжурика? Сними штанишки и покажи его. Показывай, показывай, показывай. Я хочу увидеть Джинжурика Апича. Итак, именно этого момента я ждал. 4. Нет, 5000 лет. Очень сильно люблю постапокалипсис, особенно Fallout. И вот она возможность, которую я ждал. Фигурка именно по Нью-Вегасу. Тут у нас, как в просто задротском говорится, тупак. Комплект из 2 фигурок. Коробка сделана шикарно. И в тему игры. Открывая ее, я расстроился, ведь кроме карточек, хз нах они нужны. Подставок и фигурок больше ничего нет. То есть ни оружия, ни аксессов, ни даже сменных кистей, что потом аукнется. Первого, кого я достал, был Бенни. И он прям с проблемами. Но до них дойдем. У фигурки хорошая проработка лица, даже лучше, чем в игре. Пиджак на теле сделан из твердой резины, а на руках цельные пластиковые детали. Артикуляция не такая гибкая, как у Мэйс Тойс фигурок Спайди, но он и не супергерой, чтобы жестко флексить с альтухами. Так что для него сойдет. Двигаются кисти, локти, плечи, бедра, колени, стопы, шея и чуть-чуть спина. По ощущению, двигая его, у него будто половина тела это шарниры, а в зонах сгиба шестеренки. Правая кисть держит ту самую фишку, за которой охотился Бенни в игре, но она не выглядит как ее первоисточник из игры. В первую очередь она должна быть платиновой, а тут у нас обычная красная. Левая кисть в полусогнутом состоянии будто должен держать пистолет Мария, но ее нет, потому что что? Правильно, Макфарли пидорасы. Дальше проблема Бенни в его резиновом пиджаке. Сначала я думал, что это брак с краской, но потом, посмотрев на пальцы, я понял. Даже просто держа фигурку, краска отслаивается и остается на пальцах. Настолько у меня жопа сгорела в тот момент, что чуть не разъебало хуем собачьим. То есть сами меня поймите, кроме фигурок нам нихуя не положили, одежда вся это резина, а на краску они тупо не нанесли лак, чтобы этой проблемы не было. Настолько Макфарли контора пидорасов. Я имею право это говорить, я заплатил полную стоимость тупака. Хотя бы сделать ее качественные ушлепки тупые американские. И если вы забыли, обычно затрагивая фигурки медийных персонажей, я также рассказываю про бэкграунд данных хлопчиков. У меня было много вариантов рассказать о нем. И было решено, сами ищите и читайте его биографию, ленивые засранцы. Я вам не Google. Но скажу вот что, в моем прохождении игры было все стандартно. Первого, кого мы видим, это Бенни, что стреляет нам в голову. Мы пересекаем всю Мохаве, чтобы как быки, что видят красный платок, отомстить ему за его злодеяние. Стандартная мотивация в играх. Он сделал нам плохо, мы сделаем ему еще хуже. Но добравшись до Бенни и поговорив с ним, у меня пошел некий резонанс. Ему будто насрать на нас. Ну типа все, что он сделал, это было сделано ради платиновой фишки, чтобы завладеть властью на стрипе. А нас он считает как очередная преграда и разменной монетой. Он же в самом начале нам сам говорит, нам просто не повезло. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. У него не было мотива убивать нас просто так, потому что он злодей. Нет, он просто избавился от улик. Его причастие к краже фишки. Мое мнение таково, пример Бенни это хорошая адаптация слов «серая мораль». Бенни неплохой и не хороший. Он просто хитрый лис, что готов идти по головам ради власти. Даже по его внешнему виду можно сказать, что если бы вы встретили его в реальности, то он бы вами воспользовался. И только потом бы кинул. Наебать ложка это святое. Приятная и запоминающаяся одежда, чтобы влиться в коллектив за своего. Интересные и харизматичные высказывания, чтобы накинуть лапшу на уши ради своих целей. Он, сука, идеальный инфо-цыган. Но, как сулит нам карма, где плохое, там и хорошее. Фигурка рейнджера НКР. Хоть по артикуляции он хуже Бенни, как минимум у него проблемы с плечами, руки вверх не поднять, ноги назад не отодвинуть или же не встать на колени из-за плаща. Голова почти не двигается в шее, но у него лучше двигается спина вперед, на удивление. А в остальном то же самое, что у Бенни. Все пластиковое, а плащ твердая резина. Им не пошевелить и местами мешает в некоторых позах. Обе кисти в положении хвата оружия, которые, напомню,
Не положили, нахуя тогда эти кисти? Доложите другие или сделайте в тему ёбаный в рот. Но даже с такими проблемами фигурка хорошая. Она мне понравилась больше Бенни. И пока я им занимался, появилась мысль. А может лучше бы Бенни пустить на тот самый пластик для оружия? А потом вспомнил, что есть элит-версия рейнджера для прогрева гоев. Вот там и фигурка НКР лучше, и все нужные аксессы есть. А по поводу бэкграунда могу сказать. Игрок это или какой-то ноунейм NPC? Неважно, ведь важна сама броня. Это визитка Нью-Вегаса. Эта броня военного класса является модификацией боевой брони. И изначально была предназначена для подразделения особого назначения полиции Лос-Анджелеса. Панцирь представляет собой уже знакомый по предыдущим модификациям этой брони пуленепробиваемый жилет. Шею носителя брони прикрывает специальный воротник из того же композитного материала. Под плащом видны ремни, которые вероятно являются частью гидротора на спине, и патронный пояс. Поверх рукавов плаща закреплены самодельные нарукавники для защиты предплечий. На правом бедре закреплена кобура для пистолета. Броня комплектуется закрытым шлемом с противогазом, встроенным прибором ночного видения и прожектором. Остальные части одежды являются послевоенными дополнениями в образ. Смотря на референсы из игры, броня получилась слишком зеленая, когда ее игровая версия оттенками коричневым-серым. Также потеряна история на самой броне. Отсутствует счетчик убийств на шлеме, нет номера подразделения полиции на воротнике. И по мелочи. И повторю тезис из прошлого, элит-версия рейнджера куда проработанней. Есть упомянутые принты с историей, более детализированная покраска, как минимум пуленепробиваемого жилета и нарукавника, а также аксессы и сменные кисти. Но все же я не смог оставить эту тему и дозаказал официальный пак оружия от Макфарли. Ой, наверное, говна. Весь комплект вы сами видите. Добавлю от себя, что половина ганов это пластик с добавлением твердой резины, а половина полностью состоит из резины. Больше половины не покрашена. И те аксессы, что из резины, они погнутые. Это прям хорошо видно на ПП Томпсоне. И тут виновата даже не доставка. Внешне она пришла идеально. Либо они изначально так сделали свои аксессы, либо внутри коробки они стали такими. Я гадать не буду, но впечатление убило. Подытожив, хочу сказать, что даже оригинальные продукты больших брендов стоит брать под сомнение их компетентность и не надеяться на их типа профессионализм. Вот вроде бы у меня есть буклет агента Венома, их не лицензированных кастом тел Человека-паука от Revoltage, но они куда качественнее и доступнее, нежели вот этот оригинальный мусор. Такое ощущение появилось, что у Макфарли отсутствует отдел проверки качества продукции. Ну серьезно, как можно обосраться с базой? Нанес краску, нанеси и лак. Бля, а ведь у меня впереди еще легенды от Hasbro и еще пару фигурок по Fallout от Макфарли. Боже, дай мне силы. Купил я это чудо за 5-6 тысяч рублей. Элит-версия стоит 40 тысяч на Озоне. Артикул на фигурке ищите в описании или в комментах к видео. Там же и ссылка на ТГК, где проводится голосование на следующий обзор. Бусти поддержать меня рублем, ВК Резерв, мои соцсети и прочее. А на сегодня все. И помните. Привет, здоровяки! Как у вас дела? А вы смотрите телеграм Апича? Андрюха старается для вас и делает посты. Лайкайте, лайкайте, лайкайте. Подписывайтесь на его бусти. Там прикольные видео. Подписывайтесь, донатьте, донатьте.